Привет всем, с вами Катерина и наша еженедельная рубрика «Чего новости?». Новости Турции, туризма, а также турецких звезд. Сегодня нас ожидает очень интересный выпуск. Опасность, поджидающая туриста в Анталии. Незамужным россиянкам поездку в Турцию могут запретить. Неужели самая красивая пара Турции расстается? Can Yaman рассказал о Франческе Челеме. Амбициозная роль Араса Булута Енимли. Сериал с Акыном Акынузю и Ойку Караэль, за что дети всей школы благодарят Барыша Ардуча. Обо всем об этом и не только в нашей любимой рубрике «Чего по звездам». Погнали! Наш список документов, необходимых для того, чтобы приехать в Турцию, а я еще раз напомню о необходимости получения хес-кода. Что такое хес-код, где он пригодится и как его получить, я более подробно рассказываю вот в этом видео. Забавный случай произошел в Анталии. Хотя нет, почему же забавный? Мне кажется, в принципе, можно делать так всем и всегда. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина, прежде чем зайти в магазин, разулся и пошел совершать покупки уже в носках. Правильно, а зачем же грязь в магазин нести? Вот что значит ценить чужой труд. Молодец, уважаю. Братья наши меньшие часто становятся непрошенными гостями на турецких мероприятиях, таких как футбольные матчи, концерты или выступления. К примеру, пес из Измира решил не пропускать турне-концерта ансамбля песни и пляски российской армии по Турции и посетил мероприятие, заняв одно из самых лучших мест на сцене. Убер для любителей выпить в Османской империи. В 16-17 годах функцию развоза пьяных посетителей таверн брали на себя вот такие вот носильщики. Они всегда стояли возле увеселительных заведений с большими корзинами на спине и поджидали своих клиентов. Как только кто-нибудь из посетителей таверны доходили до стадии «а ты меня уважаешь?», к нему сразу же подходил человек с корзиной на спине, погружал туда пьяницу и отвозил его домой. Все, что требовалось от клиента – сообщить точный домашний адрес. Чтобы пристыдить пьяницу, носильщик обязательно вез своего клиента через большую толпу. Такие перевозчики назывались кюфеджи, а пассажиров называли кюфе. С тех пор кюфели алмак с турецкого языка переводится как быть в стельку пьяным. Когда мы говорим о народных турецких костюмах, почему-то нам всем в голову приходит вот такая вот красненькая шапочка. Ее название фес. Шляпы феска когда-то были символом Османской империи. Название этой шляпы произошло от названия города Фес в Марокко, где производились головные уборы. Широкое распространение феска получила в начале 19 века в качестве мужской шляпы на территории Османской империи, где она пришла на смену тюрбану в экипировке чиновников и солдат. В 20-е годы было отменено ношение фески, а после того, как они были запрещены в Египте в 50-х годах, в рамках стремления к модернизации фески практически исчезли. Этот мужчина один из последних изготовителей фесок в Каире, который использует традицию изготовления шапки, которой уже более 600 лет. В городе Ризе, известный своими чайными плантациями, в рамках проекта «Чайный рынок» построили 7-этажное здание в виде турецкого чайного стакана бардака и сделали официальную заявку на попадание в книгу рекордов Гиннесса. В самом здании будет музей чая, а также там будут показывать фильм об истории чая от грядки до готового напитка. А на крыше будет большая смотровая площадка. Целью проекта является развитие туристического потенциала и узнаваемость бренда на мировом уровне. Опасность, поджидающая туристов в Анталии. Жители и гости Анталии начали все чаще и чаще жаловаться на то, что во время купания они чувствовали удары током. О новой напасти, затаившейся у берегов Анатолийского залива, рассказал профессор университета Акденис. Профессор предостерег от купания вблизи Анталийской гавани в районе Калиичи, поскольку медузы, прибывшие из Красного моря в избыточном количестве, предоставляют серьезную опасность для туристов. По словам экспертов, в период с октября по ноябрь медуз будет по-прежнему много у берегов Анталии. Те, кто решил искупаться в море и встретился с морскими обитателями, жаловались на симптомы, похожие на поражение электрическим током. Сложность заключается в том, что эту медузу не всегда можно заметить вовремя, чтобы успеть от нее увернуться. Кроме того, после шторма в море могут оставаться фрагменты щупалец, которые тоже представляют опасность для купающихся туристов. Горячей темой для обсуждения в Российской Федерации стало заявление господина Виталия Милонова.
Экстравагантный своими инициативами депутат предложил рассмотреть законопроект, запрещающий российским незамужним девушкам ехать в Турцию. Депутат утверждает, что в Турции российских девушек травят паленым алкоголем. А мужчины же в Турции совершенно недобросовестны. Многие русские девушки абсолютно не понимают, когда они поддаются на ухаживание турецких обольстителей. Они сначала поют песни о большой любви, а потом их совместный ребенок оказывается в собственности турецкого паши. А женщина там не имеет абсолютно никаких прав. Поэтому я бы, естественно, запретил всем незамужним девушкам посещать Турцию, чтобы их бедоложек никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем, потому что алкоголь там опасный. Мне кажется, Виталий Милонов явно пересмотрел турецких сериалов, особенно вот этот вот, называется «Восток-Запад». Ну а если так, Виталий, welcome на мою страницу, так сказать, милости просим. Виталий, а что же вы скажете по поводу тех девушек, которые совершенно не пьют алкоголь, как, к примеру, я, либо же все мое окружение? Мой же совет всем девушкам: не слушайте, пожалуйста, никаких Виталий Милоновых, делайте свой выбор осознанно и сами. Ваша задача как девушки разглядеть своего партнера и почаще снимать лапшу с уш. Я сейчас ни в коем случае не говорю о том, что все турецкие парни какие-то плохие. Нет. Но, конечно же, как и в любой другой стране, в Турции есть и обольстители, и нормальные, хорошие, умные парни. И я знаю очень много интернациональных семей, которые живут вместе и очень счастливы. Так что, девочки, мои хорошие, выбор только за вами, а не за каким-то там Виталием Милоновым. А что же у нас творится там, на нашем звездном небосклоне? Я бы хотела поблагодарить каждого из вас, кто пишет комментарии, а также ставит лайки. Вы моя награда и стимул для того, чтобы двигаться дальше. Для моих новых зрителей я напоминаю о том, что в рубрике «Чего новости», а также «Чего по звездам» отображаются мнения турецких СМИ, а также турецких граждан, а не мое личное. Всем зрителям сериала «Разведка» хорошие новости. Пока все сериалы то падают, то поднимаются, «Разведка» показывает очень хорошие результаты. И в очередной раз заняла первое место во всех категориях, опередив своих конкурентов «Воскресного дня». В эти выходные уже вышла 17-я серия. Чалар Элтурул часто привлекает внимание своих поклонников юмористическими видео, которыми он делится на своих страницах в социальных сетях. Эртулур поделился вот этим забавным видео и в очередной раз рассмешил всех своих фанатов. Поклонники Деmet Özdemir и Бурак Даниса хотят видеть актеров в совместном проекте. Два актера и их коллеги присутствовали на открытии отеля в Дубае. Поклонники двух актеров отметили, что Demet Özdemir и Денис Бурак могли бы стать очень гармоничной парой. На данный момент имена актеров не упоминаются в совместном проекте. Но, может быть, эти просьбы заставят продюсеров прислушаться к зрителям и сделать проект, в котором будут задействованы оба актера. Demet Özdemir была замечена в районе Левент, когда она выходила из салона красоты. Ее спросили, к каким косметическим услугам она прибегает. Demet сказала о том, что лучше делать фитнес для лица с раннего возраста и не использовать инъекций. Также Demet рассказала о своем путешествии в Дубае. «Я впервые посетила Дубай и была в шоке от жары. Провести пару дней там очень хорошо, но такая жара мне не по вкусу». Когда Demet спросили по поводу нового проекта, она сказала, что скорее всего через 2 месяца она обрадует своих поклонников, но пока сказать нечего. Demet также отметила, что видит себя в проектах для цифровых платформ. «Я считаю более позитивным меньше работать и выполнять работу более высокого качества. Сейчас я начинаю оценивать проект так. Чем больше мои персонажи будут отличаться, тем будет лучше для меня». Относительно новый сериал Fox TV «Лжецы и свечи» на грани закрытия. Для сериала была запущена большая рекламная кампания, однако рейтинги сериала перевернули все планы. В это воскресенье вышла 3-я серия, и, к сожалению, опять рейтинги не оправдали надежд. Сейчас руководство телекомпании Fox TV планирует перенести сериал на другой день, на четверг, либо же пятницу. Но и в эти дни идут сериалы, с которыми будет очень тяжело бороться. К сожалению, ни рейтинги, ни отзывы о телесериале не оставляют руководству Fox TV другого выбора, как закрыть проект. Поклонники главных актрис очень сильно опечалены такими новостями. Особенно поклонники Элчин Сангу, которые хотели видеть актрису в каком-нибудь долгом, хорошем и продолжительном сериале. Однако сейчас уже всем становится очевидно понятно, что сериал «Лжецы и их свечи» очень скоро закроется.
Но, как говорится, поживем – увидим. Сериал «Последнее лето» уже закрыли из-за низких рейтингов в Турции. Однако зрители из других стран просят не закрывать сериал. Они записали ролик, в котором просят на разных языках компанию O3 Media продолжить съемки. Но делая такие видео, вы должны понимать, что компания O3 Media фактически бессильна. Ведь они получают деньги от телеканалов. В данном случае от телеканала Fox TV. И, увы, снимать сериал за свой счет никто не намерен. Альперн Дуймаз незамедлительно подписал свой новый проект. Альперн возьмет на себя главную роль в проекте Male Severse. В переводе звучит как «Если мужчина любит», который готовится для цифровой платформы Bein Connect. Поклонники сериала «Последнее лето» под этой новостью просят продюсеров Bein Connect о том, чтобы партнером Альперна Дуймаза по новому телесериалу снова стала Хавсанур Санджак Тутан, так как они были очень красивой и гармоничной парой. Ну что ж, посмотрим, может руководство Bein Connect рассмотрит желания зрителей. Юная же актриса Хавсанур Санджак Тутан дала интервью и сказала о том, что хочет немного отдохнуть, и что в это время она будет выбирать между новыми проектами. Актрисе уже поступили предложения как в сериалах, так и в фильмах. Актриса также сказала, что у них очень хорошие отношения с ее парнем Дениз Джаном Акташем. Когда молодой актрисе задали вопрос о замужестве, Хавсанур сказала, что об этом рано еще говорить. Объявлена дата трансляции нового сериала «Клаб» с Гёкче Бахадыр и Барышем Ардучем в главных ролях. Когда Netflix выпустил трейлер к новому сериалу, он вызвал большой ажиотаж. Помимо Гёкче Бахадыр и Барыша Ардуча задействованы очень хорошие актеры, такие как Асюдек Элибек, Салих Бадемджи, Метин Агдюльгер и другие. Барыша Ардуча мы встретим в роли таксиста Финика Исмета. Сериал «Клуб», действие которых происходит в Стамбуле в 1955 году, повествует о жизненном приключении бывшей заключенной Матильды, которая работает в революционном клубе того времени. Ее дочери Рассел, которая не знала о своей матери до того дня, когда ее выпустили из тюрьмы. Дата выхода сериала «Клуб» назначена на 5 ноября. Сериал «Все о браке» готовится к показу по всему миру. Сейчас сериал пользуется большой популярностью среди женского населения в Турции. Как предполагается, особенно большой интерес проявят страны Латинской Америки. Адаптированный из сериала BBC «Раскол», сериал рассказывает внутреннюю историю браков и закулисных разводов. Сериал «Доверенное» дебютировал за границей. Сериал предстанет перед всем миром на выставке MIPCOM, проходящей в Каннах. На этой ярмарке выставки участвуют сериалы из многих стран, что является прекрасной возможностью для открытия телесериала «За рубеж». «Морошанец» уже был показан на этой выставке, и произошло удивительное. Сериал, который закрылся в Турции на 26-й серии из-за низких рейтингов, очень понравился зрителям в Каннах. «Морошанец» официально побил рекорд продаж на этом фестивале. После старта продаж «Морошанец» был куплен более чем в 35 стран всего за 2 дня и занял первое место среди турецких сериалов. Бурак Озчивит начинает свой новый проект. И если вы подумали о сериале либо о фильме, вы заблуждаетесь. Все куда намного интереснее. Бурак сделал свой первый шаг в игровой мир с проектом под названием Fatih Golden Age. Бурак сказал: «Игры мне очень интересны. Мы будем всегда вместе с молодежью, так как молодежь следит за играми. Мы еще работаем над этим. Раньше я много играл в компьютерные игры и в игры на телефоне. Мне эта идея очень нравится». Начались съемки сериала «Игры моей судьбы» для телеканала Star TV. Ведущие актеры Öykü Караэль и Акын Акенözü вышли на первый день съемок, сделали совместное фото и официально открыли съемки сериала. Как показывает практика, мы уже очень скоро увидим первый трейлер. Но для того, чтобы ничего не пропустить, подписывайся на канал, а также ставь на колокольчик. Зрители Чукюры с нетерпением ждут нового сериала от Ая Пым под названием «Три Куруша». Сериал «Три Куруша» готовится перенести зрителей в красочный мир цыган. На днях один из главных актеров сериала Ураз Кайгылароğlu был замечен в районе Джихангира, и репортеры задали ему вопрос по поводу его отношений с новой девушкой Джерен Качикёш. Актер отвечать не стал и просто убежал. Гонка сериалов четверга продолжается. «Девушка за стеклом» уверенно занимает верхние строчки рейтингов. «Однажды в Чукюрово» стоит на 2-м месте. На 3-е место спустился сериал «Барбаросса».
И это очень странно, так как мы сейчас говорим о рейтингах эфирных. Если же мы посмотрим на рейтинги социальных сетей, мы увидим, что они отзеркаливают рейтинги эфирного времени. На этих рейтингах «Однажды в Чукюрова» стоит на первой строчке, «Барбаросса» стоит на второй, а третье место занимает «Девушка за стеклом». Это говорит о том, что Ибрагим Челикол справился с задачей и сдвинул с места этот ржавый, тонущий корабль. Молодец, Ибрагим, ты прям крут. Но не думайте, что Барбаросса смирится с третьим местом, пусть даже и на безопасном федеральном канале. Новая команда сценаристов уже работает над новой историей, и мы уже видим нового персонажа Эстер, которая сыграет Шейма Пече. Актриса Туба Буйкусю сейчас находится в отпуске в Европе. Неожиданно стало известно то, что совсем скоро начнутся съемки второго сезона сериала «Другой я». Объявлено, что второй сезон сериала будет снят до выхода в эфир первого сезона. OGM Pictures сказали о том, что уже начали подготовку ко второму сезону, который, как ожидается, будет транслироваться на Netflix уже в 2022 году. Актер Энгина Кюрек 12 ноября отметил свой день рождения. Актеру исполнилось 40 лет. Поклонники со всего мира не оставили актера одного в свой день рождения и держали его в повестке дня в Твиттере, забрасывая его поздравлениями с хэштегом «Кырк-Елда Бир Энгина Кюрек». Этот хэштег набрал 100 тысяч твитов. Вот карта активности поздравлений. Увы, в России его поздравляли меньше всего. Наверное, потому что у нас Твиттер не развит, либо этот хэштег не знаком его русским поклонникам. Энгин поделился фотографией со своим котом и написал: «Я бы хотел поблагодарить каждого человека, который поздравил меня с днем рождения и отправил мне любовь и добрые пожелания». 9 ноября еще один актер отметил свое день рождения. Им стал Барыш Ардуч, которому исполнилось 34 года. Хотя актер много времени проводит на съемочной площадке, он продолжает проявлять чуткость к социальным вопросам. Барыш Ардуч поддерживает сельские школы. В честь его дня рождения ассоциация Village School Aid Project поблагодарила актера за помощь. Детишкам купили торт, и они отметили все вместе день рождения Барыша. Кыванч Татлыту, который сейчас находится в Карсе, сказал о том, что он полюбил это место. Пара Башак Дазир и Кыванч Татлыту отправились в историческое путешествие по волшебной атмосфере Карса. Они делали очень много фотографий и делились ими со своими подписчиками в Инстаграм. Актер Арас Булут Инимли готовится к новому и очень серьезному проекту. В новом сериале он будет играть не кого-нибудь, а отца турецкого народа Мустафа Кемаля Ататюрка. Это очень важный шаг для актера, так как Мустафа Кемаль Ататюрк – самая значимая и важная персона за всю историю Турции. Я уверена, что Арас со своей блестящей игрой справится с этой непростой задачей. Пока турецкие СМИ писали о том, что в отношениях Ханде Эрчел и Керема Бурсина пробежал холодок из-за сестры Ханде Гамзе, влюбленная пара готовится к поездке в США аж на 3 месяца. Ханде и Керем будут отдыхать, а также прокачивать свои навыки актерского мастерства у педагога Лори Лайвели, у которой уже проходили обучение Чатай Улусой и Кыванч Татлыту. Влюбленные были заняты поиском совместного дома в США. По возвращению у пары очень большие планы. Актеры готовятся встретить поклонников с новыми, сильными проектами. Однако все идет не так сладко, как хотелось бы. Керему поступило неожиданное предложение из Испании. Актеры попросили участвовать в показе купальных костюмов Swim Week, который организован для укрепления туристического имиджа Турции. В связи с этим мероприятием, которое пройдет с 21 по 24 октября, актеру пришлось перенести свой план по поводу США на другое время. Ханде будет разлучена со своим возлюбленным, но не на долгое время. Сейчас мне пишут уже о том, что пара готова вылететь в США 25 октября. Новости Джана Ямана. Поклонники в Палермо проводили Джана очень тепло, и охрана актера значительно поуменьшилась. Джан попросил у своих фанатов прощения за то, что он не может уделить должного внимания каждому из них, так как сейчас идут съемки фильма. Также Джан Яман и Франческо Челеми дали на этой неделе интервью. Джан сказал: «Когда я приехал в Палермо, меня очень тепло встретили». На что Франческа пошутила: «Очень тепло». Может. Нет. Слишком тепло. Джан сказал о том, что чувствует себя хорошо, как будто бы среди своей семьи, а также сказал, что его партнер Франческа очень трудолюбивый человек, она серьезная, когда работает, расследует и доверяет своим инстинктам. Прекрасная положительная сторона этой работы заключается в том, что жизнь нас удивляет, и я жду какого-нибудь сюрприза.
А какие ваши любимые сериалы и актеры? Пожалуйста, пишите в комментариях, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Увидимся с вами уже очень скоро, а сейчас хорошего вам дня!